Представьте, вы просыпаетесь в неизвестном для вас темном месте. Единственное, что вы можете различить, это темные силуэты комнаты вокруг вас и тусклый синеватый свет, пробивающийся из окна. Кажется, будто даже мрак обретает здесь материальную форму. Кажется, в этом мире ночь не закончится никогда. Но все же, здесь остался луч света и надежды, лампочка, сияющая в ваших руках. Именно этого вы не увидите в этой игре. Ведь ваншот это... Hey, it's Nico from One Shot doing the gritty. Hi, Nico. Ладно, пошутили и хватит. В этом видео я расскажу вам о истории, которая называется One Shot. Для начала пройдемся по базе. One Shot — пиксельная игра с видом сверху. Изначально была сделана за месяц для конкурса Indie Game Maker 2014. Главной фишкой, дающей название игре, было то, что у игрока буквально одна попытка на ее прохождение. Если игрок выходил из игры, то главный герой умирал, а в главном меню нас встречала... Если бы я такое увидел, то застрелил. Неважно, ведь в 2016 году разработчики выпустили ремейк, который очень сильно отличается от оригинала, хотя история и персонаж все те же. И самое главное, если вы выйдете из игры, то она просто сохранится. Однако, хватит, пожалуй, зачитывать статью с Википедии, давайте перейдем ближе к геймплею. По жанру ваншот — приключенческая головоломка, и действительно, цель у нас пройти через 3 уникальных региона, наполненных интересными персонажами, качественным пиксель-артом, прописанными диалогами, и параллельно решать головоломки. Правда, головоломки эти ужас какие однообразные. Во всех локациях алгоритм действия один и тот же: найти пару предметов, соединить их и использовать на третьем, чтобы перейти в следующую локацию. Да даже цель игры можно описать такой же головоломкой. У вас буквально есть предмет, лампочка, оно же солнце, и нам надо его установить в определенной локации. Вот и все. И вот у вас, наверное, встал вопрос: а зачем я рекомендую вам игру с таким простым и посредственным геймплеем? Однако есть нюанс и несколько пунктов, которые делают ваншот таким уникальным и запоминающимся. Итак, следите за руками. Первый пункт. Вот вам кажется, что я показываю обычный отрывок игры, однако стоит посмотреть немного с другой перспективы. Да, мир ваншота мы видим через окно. Кажется, будто это жутко неудобно, однако за 10 минут игры уже и не замечаешь этого. Однако это важная деталь, объясняющаяся сюжетом и дающая возможность существовать второму пункту. Особенные головоломки, которые ломают все придуманные вами границы. Иногда буквально. Зачастую буквально. По мере прохождения к вам будут обращаться по имени компьютера, вызывать диалоговые окна поверх окна игры, менять обои компьютера, вам придется манипулировать окном с игрой, искать части головоломок в файлах и перемещать их в другое положение. И это даже не все. Когда игра невзначай посреди диалога просто пихает тебе в лицо диалоговое окно Windows с твоим именем, то как-то задумаешься, что такого в других играх и не встречал. И если вам этого мало, то третий пункт. Во всех играх присутствует так называемая четвертая стена, мнимая граница между игрой и игроком, не позволяющая напрямую вмешиваться в игру и наоборот игре напрямую вмешиваться в реальность. Максимум, что могут предложить некоторые произведения, это небольшие ломания четвертой стены, зачастую в качестве пугающего элемента. Однако в ваншоте четвертой стены просто нет. На официальной странице игры в Steam разработчики описывают это как: мир знает о вашем существовании. И забегая наперед, вы не представляете, насколько это высказывание точное. Все персонажи здесь знают о вас, говорят о игроке, а главный герой Нико вообще на протяжении игры разговаривает с вами. Как написал один умный человек в своем обзоре в Стиме, здесь вы играете не за главного героя, а вместе с ним. Нико будет прислушиваться к вашим советам и давать описание всех предметов, часто в своей детской манере, ведь он у нас 8-летний кошка-мальчик, что тоже несомненно плюс. И при всей своей уникальности ваншот, как по мне, жутко недооценен. Даже если сравнивать с каким-нибудь Undertale, то ваншот проигрывает в 5 раз по количеству обзоров в Стиме, хоть эмоции вызывает не меньше. И все еще мы ходим вокруг да около. Вместо долгих объяснений я предпочту небольшую демонстрацию. Дальше в видео я пройду небольшой отрывок начала игры, а там вы сами определитесь с полным прохождением. Нажимаем на иконку в виде лампочки, и нас встречает...
О нет, я совсем забыл рассказать о музыкальном сопровождении игры. На каждую локацию, а иногда на некоторых отдельных персонажей написан свой уникальный ост. Весь он по большей части тоскливый, как и сама игра. Хорошо нагнетает атмосферу, что важно для погружения. И мало того, что фоновая музыка отличная, но и звуки выбора вариантов, решения головоломок, подбора предметов и остальных действий выполнены отлично, что видно даже в загрузочном меню. Также не стоит забывать про катсцены и арты в пиксельной, иногда рисованной стилистике, которые время от времени отлично разбавляют пиксельную графику. И все это я вам рассказал только в меню игры, так что давайте уже, пожалуй, начнем. Ау. М? После небольшой анимации Нико встает с кровати. Мы попадаем в комнату, очень темную комнату, в которой можно различить лишь темные силуэты мебели вокруг. А единственные источники освещения — это окно, из которого льется тусклый свет, а также компьютер, который требует пароль. И это почему-то не сработало. Но чуть потыкавшись туда-сюда, найдя пульт и рассмотрев его под уличным светом, мы находим на нем пароль. Что ж, это было легко. Не с первой попытки, но зайти в компьютер удалось. Похоже, что меня нашли. Зачем? Уже слишком поздно, не так уж много осталось от этого мира. Это место никогда не стоило спасать. Все еще хочешь попробовать? Тогда запомни это. У тебя только одна попытка, игрок. От этого странного компьютера только одни вопросы. Почему этот мир не нужно спасать? И почему это у нас всего одна попытка? Если, как мы помним, при выходе теперь у нас всего лишь происходит сохранение. В любом случае, лутаем ветку и проходим вниз. Ау. Кто-нибудь? Находим в холодильнике бутылку алкоголя, выпить его, к сожалению, нельзя, так что остается только обмакнуть в него ветку и сделать импровизированный факел. А, Поджигаем его от искры и зажигаем камин. К слову, там вместо обычных углей и дров, видимо, лежит песок-тушь, но это не главное. Ведь в свете камина Нико находит ключ от подвала, куда мы сразу же, без раздумий, спускаемся. В конце длинной лестницы лежит то, чего нам не хватало со старта игры. Ведь на картинках в стиме, всех артах в интернете и даже превьюшке этого видео Нико был с лампочкой. Она же изображена и как ярлык игры, а в инвентаре вообще подписано как солнце. Короче, видимо, важный такой предмет. И поэтому выходим из подвала и суем его в первую попавшуюся дыру в стене. И... Если вы досмотрели до этого момента и заинтересовались игрой, то советую скачать и поиграть самому. Игра стоит всего-то 500 рублей. На этом мой маленький обзор окончен. Видео по майну через 2 недели. Всем ББ.